Большинство новичков смотрят на рынок как на набор свечей. Зеленая свеча, красная свеча, линии какие-то. Но проблема в том, что человек может годами смотреть на график и вообще не понимать, что он видит. На самом деле рынок — это не свечи. На самом деле рынок — это люди. И сегодня мы разберем, что такое рынок на самом деле. Почему цена постоянно движется? Кто именно двигает рынок? Почему график никогда не стоит на месте? И что вы на самом деле видите, когда открываете TradingView? На самом деле все максимально просто. Рынок — это место, где люди обмениваются активами. Все. Все просто. Мы с вами обмениваемся активами, и поэтому рынок существует. Какими активами мы можем с вами обмениваться? Криптовалюта, акции, валюта, то есть доллар к евро, золото и товары. Нефть, кофе, чай, газ и так далее. На самом деле не важно, какой это будет товар. Суть всегда одна. Кто-то хочет купить, а кто-то хочет продать. Если никто не хочет покупать, значит рынка нет. Если никто не хочет продавать, значит рынка нет. Допустим, вы хотите продать телефон. Вы выставляете цену $500, но никто не покупает. Рынка нет. Нету желания купить. Что вам придется делать? Вам придется снижать цену. И теперь, когда вы, допустим, до $400 снизили цену, получилось все наоборот. Если телефон захотели купить сразу же 20 человек, то цена начнет расти. Почему она начала расти? Потому что спрос стал выше предложения. Вы понимаете, что будут люди, которые захотят купить телефон больше, чем за $400. Кто-то за 410, например, их останется там 10 человек. Кто-то за 430, их останется пару человек и так далее. Вам же выгоднее, естественно, получить более высокую цену. Потому что спрос стал в этот момент выше предложения. И именно так работает любой рынок. Рынок — это наше с вами взаимодействие. Когда кто-то покупает и кто-то продает. Здесь нету ни индикаторов, ни магии, ни какого-то супер-пупер умного графика. Здесь только решение людей. Почему цена постоянно движется? Цена движется всегда из-за дисбаланса спроса и предложения. Если в этой точке кто-то хочет продать 100 единиц биткоин кэша и кто-то хочет купить только 100 единиц биткоин кэша, то цена двигаться не будет. Цена остановится в этой точке до того момента, пока не появится дисбаланс. Дисбаланс — это различие между желанием купить и желанием продать. Например, в этой точке, вот тут, я хочу купить биткоин кэша 200 единиц, а в наличии есть только 100. И при моем повышенном желании купить будут люди, которые будут готовы по более высокой цене его мне продать. Это и есть дисбаланс. Отсюда можно сделать вывод. Если покупателей становится больше, то цена начинает расти. Потому что люди готовы покупать по более высокой цене, потому что по текущей они купить уже не могут. И наоборот, если продавцов становится больше, то есть, допустим, все насытились уже этими биткоин кэш и решили, что хватит, надо фиксировать прибыль, давай я буду продавать. Но в моменте и продавцы уже купить больше не могут. Как раз они-то и решили фиксировать прибыль. Соответственно, а кому покупать? Некому покупать. И поэтому тут начинается игра, кто быстрее сольет этот актив, кто быстрее его продаст. И отсюда как раз начинается более активное падение, потому что люди начинают максимально агрессивно продавать актив. Очень важный момент. Цена не растет, потому что так захотел рынок. Попробуйте это понять. Цена растет, потому что покупатели стали агрессивнее продавцов. И наоборот, рынок не падает, потому что он так захотел. Рынок падает, потому что продавцы стали активнее продавать. Они начали добавлять больше актива в продажу, и
Когда видят, что не продается товар по той цене, по которой они продали, они начинают снижать цену и тем самым обваливают быстрее рынок. То есть вам же важнее в игре, кто купит первее телефон, вам же важнее купить телефон. Да, может быть, первоначально вы готовы были купить его по $400, но сегодня вы готовы его купить по $402, и для вас разницы нет. Поэтому вы быстрее будете перебивать цену остальных людей. Именно поэтому движется график. Что же видит в этот момент новичок? О, это какое-то супер случайное движение, рынок просто сам взял, гад, и пошел вверх, сам взял и обвалился. Для него это просто тупо хаос. Что в этот момент увидит опытный трейдер? В этот момент, когда рынок начинает расти, после коррекции неверия товарищей лонгистов, трейдер видит, здесь появляется спрос. Здесь продавцы начинают ослабевать и нужно рассматривать покупку. Здесь толпа начинает паниковать и допускает, что надо продавать, значит, мне надо купить. Существует этот дисбаланс в сторону покупателей. То есть здесь происходит борьба, в которой проигрывают продавцы. Значит, нужно покупать. Когда трейдер получает прибыль, его задача продать. И когда опытный трейдер продает, у него покупает человек, который испытывает фомо, что он пропустил все движение вверх. Таким образом, опытный трейдер зарабатывает на стопах новичков. Кто двигает рынок? И здесь, конечно же, каждый новичок подумает, наверное, есть какой-то мистический маркетмейкер, мистический алгоритм, который полностью управляет рынком. Но на самом деле реальность, она прям сложная. Сложная до простоты. Рынок двигают все участники рынка. Просто у каждого участника рынка разный объем денег и совершенно разные цели. Банки. Банки проводят максимально большие операции. Они делают валютные обмены, хеджирование, инвестиции. Их цель не угадать свечку там на минутке, на 15 минутах, а управлять огромными потоками капитала. Фонды и институционалы. Это крупные игроки. У них прям огромный капитал. И когда они заходят в рынок, это прям сильно влияет на цену, потому что нужно купить большой объем товара. И они могут искусственно создавать пласты спроса и предложения, держа цену в одном диапазоне. То есть, например, вот в этом диапазоне, если задача фонда купить среднюю цену по $350, 360, он может достаточно долго держать цену здесь, создавая искусственный спрос и искусственное предложение по разным сторонам этого диапазона. Маркетмейкеры. Если вы недавно в крипте, вы по-любому уже начинаете хаять маркетмейкеров, потому что они вас точно скамят. Но на самом деле маркетмейкер, его задача поддерживать ликвидность. Все просто. Он позволяет рынку оставаться живым, чтобы мы, люди, человеки, могли покупать и продавать активы. Да, есть недобросовестные маркетмейкеры, которые пытаются манипулировать рынком, однако практика показывает, что даже их можно обмануть. Даже они в этой схватке честного трейдинга на самом-то деле тоже проигрывают. Не всегда. Все зависит от их возможности влиять на рынок, но довольно часто они тоже остаются с носом. И это не такой сверхбезопасный бизнес, как кажется. Он сверхбезопасный только когда ты полностью манипулируешь маленьким активом, но когда касается дела чего-то большого, либо небольшой задержки, то тебя хорошенечко могут тоже, скажем так, наманипулировать. Ну и толпа. Толпа — это, конечно же, важно. Именно толпа является самым эмоциональным участником рынка. Если честно, то и банки, и институционалы, они тоже являются толпой по отношению к более крупным банкам и более крупным институционалам. И суперкрупные институционалы, они тоже толпа, потому что они иногда могут совершать свои действия прямо на хаях. Но вот тут важно
важная мысль, почему толпа, и почему толпа довольно часто звучит как оскорбительное название, да? Потому что толпа, она имеет ряд характеристик, которые показывают, что так невозможно зарабатывать, хотя мы на самом деле всегда будем этой толпой. Толпа всегда заходит очень поздно, она постоянно паникует, она постоянно боится упустить рост и, естественно, продает, как только начинается маленькая доля страха. Именно эти эмоции толпы очень часто будут усиливать движение цены. Цена могла и не захотеть падать, но как только толпа увидела, что что-то начинается, или просто на самом деле тупо поставили стопы, либо превысили свои плечи, и счастливые, довольные на ликвидациях, цена их быстро всех скушала. Ну и, наверное, самое главное, алгоритмы. Самое главное алгоритмы. Сегодня огромная часть рынка — это просто тупо алгоритм. Это автоматические системы, которые постоянно совершают сделки намного быстрее человека. Но важно понимать, что даже алгоритм создается человеком. Он тоже отражает человеческую логику. Он построен тоже на человеческой логике. И его задача не обмануть вас. И как бы ни пытались построить алгоритм, который будет торговать против толпы. Да, если у тебя есть миллиард долларов на рынке, который стоит миллиард долларов, то, конечно же, твой алгоритм будет главным. Он будет все делать, все показывать. Поэтому нету смысла лезть в супер низколиквидные рынки. Однако, когда вы торгуете на сверхликвидных, там, где происходят триллионы долларов оборотов, невозможно создать алгоритм, который будет самым главным на этом рынке. В алгоритмах в этот момент появится конкуренция. И представьте, алгоритм, написанный человеком, борется с алгоритмом, который тоже написан человеком. В итоге получается толпа. И в этом главная логика. Робот нас не заменит в трейдинге, потому что робот будет делать то же, что делаем и мы. Он будет точно так же вести себя, как и среднестатистический товарищ хомяк. Надеюсь, это понятно. Когда мы знаем, из чего состоит рынок, то мы понимаем, что рынок — это не просто какой-то один злой манипулятор. Это миллионы и миллионы участников. И все эти участники принимают одновременно решения. Не так, что я только здесь купил один биткоин кэш, и кто-то из вас продал мне его. Здесь я купил у миллиона людей биткоин кэш. Ну ладно, навряд ли я прям у миллиона купил, но у нескольких десятков точно. И несколько десятков точно в этот момент продали. Почему же цена вообще постоянно двигается? Почему рынок просто не может остановиться, замереть? Потому что решения людей меняются каждую секунду. Чем более ликвидный рынок, то есть там больше объемов торгов происходит, тем более серьезнее он движется, что ли, чаще он движется. Ведь на рынке постоянно происходит что-то новое. Кто-то делает покупку, кто-то делает продажу, кто-то уже фиксирует прибыль, кто-то закрывает свой убыток, кого-то ликвидирует, вышли новости, поменялось настроение, пришли новые деньги. И все это происходит вот постоянно, оно не останавливается. Даже если нет новостей, то люди все равно принимают какие-то решения. А когда человек принимает решение, рынок двигается. Что на самом деле показывает график? Вот здесь нужно понять. График, хоть он и отражает, в какую единицу времени состоялась какая сделка, но он показывает не просто цену. График показывает поведение участников рынка. Если мы приближаем график и смотрим на 4 часах одну 4-часовую свечу, то что мы можем описать? Вот эта зеленая свеча означает, что в этот момент покупатели были сильнее продавцов. Спрос покупателей был больше, чем могли в этой точке предложить продавцы. И поэтому покупатели, выкупив весь объем, который могли здесь продать продавцы, пошли выше, 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 пока не удовлетворили весь свой спрос. После чего их желание иссякло,
и появляется черная свеча. Черная свеча, иногда это красная свеча, мне нравится чуть-чуть другой цвет. Соответственно, черная свеча означает, что в данный момент продавцы победили. Желание покупателей иссякло, либо наоборот, покупатели перевернулись и стали продавцами. Покупатель, который купил здесь, он должен зафиксировать прибыль. Как зафиксировать прибыль? Продать. То есть он становится продавцом. И количество продавцов здесь оказалось больше. И они, не встретив сопротивления, то есть заявки встречные покупателей в том же объеме, который они хотели продать, опустили цену. При этом эти свечи вместе образуют импульс. То есть в данном случае мы видим, что зеленые свечи выглядят больше, и их количество больше, чем черных свечей, что говорит нам об импульсе вверх. Когда количество черных свечей, и они больше, и они длиннее, чем зеленые свечи в общем итоге, то мы говорим, что это импульс вниз, медвежий импульс. При этом, когда у нас идет баланс, относительный баланс в неком диапазоне, мы говорим, что это боковик. То есть, когда покупатели и продавцы находятся плюс-минус в одинаковых желаниях купить и продать, это является боковиком. Для обычного новичка это просто свечи. Какие-то свечки. Может быть, они под собой имеют какую-то логику. Но для опытного трейдера все, что здесь нарисовано, это отражение поведения людей в данный момент, когда происходит движение на графике. Рынок — это казино или все-таки нет? Это очень популярный вопрос, и честный ответ на этот вопрос. Для большинства новичков рынок — это даже хуже, чем казино. Потому что новички вообще не понимают риск. Они действуют на эмоциях. Они пытаются просто угадать. Входят лишь бы войти, получить вот это наслаждение. Тогда трейдинг действительно для них является казино. Я попытаюсь на этом канале дать очень много ответов на вопрос, а как сделать так, чтобы трейдинг для вас перестал быть казино. Потому что на самом-то деле рынок не является казино. Точнее, если же вы посмотрите на рынок глазами не как новичок, то вы увидите, что трейдер, который пытается профессионально относиться к рынку, он не играет там на удачу. Он работает с вероятностью. И ваша задача со временем понять, что вы должны работать с вероятностью, контролировать риск, анализировать поведение рынка, понимать психологию толпы. И на этом канале будет сделано все, чтобы вам доступным языком объяснить все эти элементы, заставить вас понять, что это такое. Даже если вы сейчас думаете, что это полнейший бред, поверьте, этот контент вам еще появится, и этот канал вам еще придет, и вы скажете: «Господи, почему же я вначале не остановился?» Так работает и с моим основным каналом. Почему? Потому что именно так рынок с нами работает. Нам кажется, что вот сейчас я все заработаю, а в итоге полный слив. Правда ли, что рынком манипулируют? Ну, технически, да, рынком манипулируют. Но тут мы возвращаемся к предыдущим темам. Рынком манипулируют в глазах обычного покупателя, обычного новичка. Потому что когда он видит резкий рост, он начинает придумывать какие-то несуществующие вещи, обосновывать их задним числом и, поддаваясь фомо, влетать. Тогда да, тогда рынком манипулируют. В одном из ближайших видео, почему рынок растет и падает, я объясню, что думает в каждом элементе графика другой участник. И когда вы будете понимать, что здесь создается ситуация, чтобы заставить вас купить, вы на нее поддаваться не будете. Вы будете ждать, когда она закончится и начнется нисходящее движение, чтобы в этом заработать. И вот это делают отчасти крупные игроки, потому что они могут влиять на движение цены.
особенно на супер маленьких рынках, вот прям вот не советую, особенно в первых порах, вылетать на микрорынки, типа альты, которая находится там в топ 500 миллиардов тысяч листах в конце. Супер маленький рынок, на котором нету никого. Может быть, вы вообще единственный, и вы пришли, чтобы вас там обманули. Но вы должны понять, рынок — это просто, не какая-то вот кнопочка, что я нажал, и пошло все вверх. Рынок — это наши с вами обмены мнениями. Поэтому крупный игрок в нем достаточно часто тоже является ликвидностью. Все мы работаем в одинаковых условиях. Просто у кого-то есть чуть-чуть больше денег, но на того, у кого есть чуть-чуть больше денег, найдется такой же, у которого еще больше денег. Поэтому сделаем вывод. На микрорынках есть манипуляции, на сверхогромных, может быть, там только Трамп своим твитом захочет что-то сманипулировать. Все. И то здесь это все можно заранее увидеть и не попасть на эту манипуляцию. То есть вопрос только в вашем опыте. Об этом тоже будет на канале. И какая же самая главная ошибка новичков? Ведь многие начинают думать, что потеряли деньги, потому что рынок специально охотится за вами. За вашим стопом, за вашим входом, за вашим тейком, за всеми вашими действиями. Следит какой-то маркетмейкер. Это прям идеально. И причем, на самом деле, даже типа у опытных трейдеров на вот эта вот логика, что виноват Трамп, виноват рынок, виноват маркетмейкер, а я, бляха, красавчик. Но если быть честным, виноват сам человек, который торгует. Потому что у него нет системы, эмоций, у него полностью неправильный риск, и он ни капельки не хочет разобраться в этом рынке. Если вы посмотрите других блогеров, вы увидите, что про логику, что на рынке работает покупатель и продавец, и баланс этих покупателей и продавцов создает текущее движение цены, либо дисбаланс, вы этого не увидите ни у кого. Почему? Потому что это кажется вначале неважным и упускается. Хотя про это написано там, наверное, в любой книге про трейдинг. Легче сказать, что меня обманул маркетмейкер, чем разобраться в первопричинах данных манипуляций. Я постараюсь все-таки вас довести до этого. Поэтому, когда вы смотрите на рынок, вы на самом-то деле смотрите не на свечки. Вы смотрите на страх, на жадность, на панику, на ажиотаж, на борьбу покупателей и продавцов. Вот именно в этой минуте, в это время, в этом куске графика происходит решение миллионов людей. И график на самом-то деле это просто след, который оставили после себя. След. Автомобиль, который оставил этот след, уже уехал. И делать выводы по тому, как он уже уехал, что он сделает там что-то еще, довольно странно. Необходимо делать выводы, когда ты видишь, что вдали на тебя едет автомобиль. То есть ты видишь фары этого автомобиля. Главная идея видео в том, что рынок — живая система. Система, в которой постоянно сталкиваются наши с вами интересы. И чем лучше вы поймете поведение участников, тем менее хаотичным для вас станет рынок. Вопрос. А раньше как вы вообще воспринимали рынок? Как набор свечей? Или все-таки вы задумывались, что рынок — это отражение поведения людей? Обязательно напишите об этом в комментариях. У YouTube есть новый безумный алгоритм, с помощью которого они точно знают, какие видео вы бы хотели посмотреть следующим, основываясь на искусственном интеллекте и на вашем поведении при просмотре. И алгоритм говорит, что это видео — идеальное видео для вас. У всех, кто его смотрит сейчас, все по-разному. Посмотрите это видео, и я готов поспорить, что это именно то видео, которое вы бы хотели посмотреть именно сейчас.